Привет, это Навальный, и я поздравляю вас с созданием движения «Команда Путина». Вернее, оно даже называется «Путин Тим», и это знаменитый хоккеист Александр Овечкин объявил о его создании. Как легко догадаться, это предвыборное движение поддержки кандидата Путина. К движению мгновенно начали примыкать и другие известные хоккеисты, спортсмены, сыпались новости. Вступил Павел Буре, поддержал Ковальчук, присоединился Фетисов. Я обожаю такие истории. И вы меня спросите, а чё ты нас поздравляешь? Но тебе-то, Навальный, невыгодно такое движение. Ты же конкурирующий кандидат. Да, я конкурирующий кандидат, но движение Путин Тим мне очень нравится, потому что на его примере мне теперь еще проще объяснить, что такое Путин, что такое его элита и его группа поддержки. Начнем с инициатора, прославленного Александра Овечкина. Овечкин провозгласил свою преданность Путину давно. Вот посмотрите, футболки с ликом президента, чехольчики, видеопоздравления. Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам счастья, удачи во всем, благополучия. Но единственное, что Овечкин любит дольше Путина, это Америку. Страну, в которой он живет последние 12 лет. Большую часть путинского срока. Именно в Америке, а более конкретно в пригороде Вашингтона, Овечкин сначала купил вот этот дом за 1,6 миллионов долларов, а потом и вот этот вот внушительный особняк за 4 миллиона долларов. Ну и относительно недавно он подкрепил свою любовь к Путину и России покупкой 200-метровой квартиры за 2 миллиона долларов в Майами. И господа, из Вашингтона Александр Овечкин! Воспитанник Динамо, 8 на спине, в матчах всех звезд. Внимание на мне! Я ни в коем случае не попрекаю Овечкина деньгами и богатством. Он сам это все заработал. Ну, просто я обращаю внимание на некоторые детали. Сразу после Овечкина в команду Путина вступил Илья Ковальчук. Классный спортсмен. Ковальчук переехал в США еще раньше, в 2000 году. Ну, сами понимаете, это же не помеха большому и искреннему чувству. Все видят, какие перемены произошли. Мы помним ту Россию, которая была до Путина. Я считаю, что будущее в его руках. Голосовать за Путина в 2012 году Ковальчук призвал нас вот из этого замечательного дома в Атланте. А может быть и из этой квартиры в Майами, оформленной на его жену, которую в СМИ, к слову, называют гражданкой США. Хотя есть еще один вариант. За месяц до выборов 2012 года, на которых Ковальчук уговаривал нас голосовать за Путина, он купил почти за 5 миллионов долларов 350-метровую квартиру вот здесь, на Фишер-Айленд, тоже в Майами. Илья, если ты раз уж пришел в таком свитере, сиди прямо, пожалуйста. Давай, А теперь смотрите, покажу вам трюк. Вот дом, в котором квартира у Ковальчука. Отходим ровно на 150 метров, и в этом доме живет еще один член новой команды Путина, легендарный Павел Буре. Вот так сюрприз. Вот его квартира, купленная за 3,6 миллионов долларов еще в 2007 году. У Павла есть еще одна квартира в Майами, вот в этом доме, ну чуть-чуть поскромнее. Буре уехал из России в самом начале 90-х, но потом, нужно отдать ему должное, он вернулся в Россию и даже вроде отказался от своего американского гражданства. Но с Америкой его по-прежнему связывает как минимум вся семья. Брат гражданин США, который живет в Калифорнии и производит вино в долине Напа. Пожалуйста, не перепутайте с Анапа. И отец, который тоже живет в США, правда, паспорт у него канадский. Ладно, давайте теперь посмотрим, кто еще в первых рядах вступил в команду Путина. Вячеслав Фетисов. Фетисов играл в США и тренировал американские хоккейные команды с 1989 года по 2000. Но вы же не думаете, что по окончанию спортивной карьеры с Америкой его больше ничего не связывает? В 2009 году Фетисов, а точнее его жена, становятся счастливыми обладателями пентхауса в одной из башен Трампа с видом на Центральный парк. Стоит такой 6,5 миллионов долларов. Достойный выбор сенатора от Единой России и члена команды Путина. Эту квартиру, в отличие от другой 1000-метровой квартиры в Москве, Фетисов исправно декларировал. Однако в том году она пропала из декларации чиновника, но не переживайте, все нормально.
Пентхаус просто переоформили на дочь Фетисова Анастасию, которая постоянно проживает в городе Нью-Йорке. Так, кто еще там успел записаться в команду? Вот неожиданный, но очень решительный нападающий. Ирина Виннер. Она хоть и не хоккеист, но бежит в Путин-тим с таким напором и яростью, что Овечкина с Буре вот сейчас просто в борт впечатают. Она снесет с ног любого. Ведь Ирина Виннер – жена того самого Алишера Усманова, заработавшего именно в путинские времена свои многие миллиарды долларов. Эти деньги, украденные у налогоплательщиков и госкомпаний России, воплотились в шикарную зарубежную недвижимость, где семья Усманова-Виннер может любить Владимира Путина с большим комфортом. Но это вообще очень ценное приобретение для команды Путина. Они и на личном самолете могут всю его команду возить. В такой помещается человек 250-300. Могут и на яхте за 600 миллионов долларов покатать. На тебя. Ну а штаб команды Путина я им предлагаю разместить здесь, в графстве Суррей, в Тюдоровском замке, тоже принадлежащем семье Усмановых. Фу на тебя еще раз. С момента объявления Овечкиным набора в Путин-тим времени прошло совсем чуть-чуть, и я уверен, что не все еще успели записаться. Позволю себе, пожалуй, некоторую вольность и объявлю донабор в команды Путина. Задрафтую-ка я старику Путину еще несколько звездных игроков, благо что в фонде борьбы с коррупцией мы знаем парочку идеальных кандидатов. Мало того, они все и так в буквальном смысле в путинской хоккейной команде. Он с ними играет. Вот, например, только с этой моей любимой фотографией можно взять двоих. Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг. Граждане Финляндии, обладатели бесчисленной недвижимости там же, еще во Франции, в Швейцарии, в Италии. Старые друзья, сыгранные хоккеисты. Я уверен, таких надо брать. За компанию можно и вот этого паренька взять. Это племянник Аркадия Ротенберга. Он же сидел с Ковальчуком в интервью на программе Урганта. Я, честно говоря, путаюсь в его именах и гражданствах, но многие его и так узнают. Это Роман Майкл Оливер Ротенберг, гражданин Финляндии и Великобритании. Вот, получилась идеальная команда Путина. В ней очень богатые люди. Часть из них заработали деньги честно. Овечкин, Буре, Ковальчук. Никаких вопросов. К сожалению, они полезли в политику и стали обслуживать интересы нашей коррумпированной власти. Но все равно это выдающиеся спортсмены. Они работали на мировой и российский спорт. Им за это хорошо платили вполне законные гонорары. Другая часть нашей Путин-тим — это просто воры, которые вас ограбили и теперь развлекаются на льду за ваши деньги. Но и те, и другие живут в основном за границей. Деньги они вкладывают в американскую недвижимость. Свое будущее они связывают с Америкой или Европой. Им там хорошо, у них там работа, у них там гражданство и виды на жительство, и они там платят налоги. Не беспокойтесь за них. У них там семьи, у них там дети, они будут ходить в прекрасные школы и говорить на прекрасном английском языке. Жить здесь, в России? Нет, в верхушке команды Путина таких дураков нет. Тут плохие дороги, тут ужасные больницы, тут развалено образование, тут все разворовывается. Но их-то, в общем-то, никто и не просит здесь жить. Так что же им Путина не поддержать? Он создал для них прекрасный колониальный мир. Ты живешь там, и тебя любят местные фанаты. А потом еще и сюда приезжаешь, как такой белый господин в отсталую страну. Скажешь пару слов в поддержку Тумбы-Юмбы, захватившего власть, и тебя осыпают почестями. Отваливают тебе кучу миллиардов, отнимая их у туземцев. Почему у всех постные рожи? Хотите, чтобы вас жалели? А я хочу, чтобы все видели, как вам тут хорошо. Вы поняли или нет? Отвечайте! Да. Да. Что-то же. Хочешь, можешь спортивную школу построить. Хочешь, можешь просто украсть эти деньги. А можешь вступить в партию правящую и написать какой-нибудь закон для смеха. Так в кулуарах чисто поприкалываться над местными. Прикинь, братуха, я специально приехал на 2 дня из Майами, чтобы для этих олухов написать закон, по которому они еще больше денег будут должны отписать нашей путинской команде. Ха-ха-ха. Вот именно так и это работает, друзья мои. И вам мой совет. Не будьте дураками. Не дайте себя в очередной раз обмануть громкими фамилиями. Всем этим людям плевать на вас, на вашу зарплату в 30 тысяч рублей и на вашу пенсию в 10 тысяч. Им хочется поддержать систему, в которой все богатство огромной страны сосредоточено в руках нескольких семей.
Если вас самих уже не обмануть, то просветите и людей вокруг себя. Отправьте, например, им этот ролик. А то ведь сейчас сами знаете, как это будет работать. Перед выборами вакханалия начнется, и все эти актеры, спортсмены начнут в прямом эфире зомбоящика водить хороводы вокруг Путина. Если вы разделяете мою точку зрения, то ставьте подпись в поддержку моей кандидатуры на выборах. Ссылка в описании. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.